Тата-П. А как же цвета в сумерках различать? На палитре и на холсте нужен налобный фонарь. Налобный. Или просто фонарик для туристов. Нет, ну как это? Для альпинистов. Он подороже стоит, примерно 4, может быть, 5 тысяч. Дорогой. Но зато у него там несколько режимов. Можно подобрать температуру цветовую хорошую, ну такую естественную, да, дня, нейтральную или холодную. И он с магнитиком. Я его креплю, я делаю штатив, на который зонтик днем прицепляю, железный же штатив, а вечером к нему на магнитике вот этот фонарик. И тогда он освещает под таким углом, что не бликует. Если он у вас на лбу, что тоже можно, естественно, да даже нужно, ну просто можно чуть-чуть повернуть тогда свой мольберт, чтобы он не бликовал к вам, а то не очень удобно писать. Ну, приспособиться можно. И лишь густая борода развивалась на ветру. Коровин в Париже писал под фонариком, электричество проводил, значит, ночные пейзажи свои вечерние. Писать вечером очень люблю. Лучше выходить заранее, вот в такое время, когда еще солнце не село, вы подготавливаетесь, делаете отношения, и когда зажигаются фонарики, но самое милое дело, еще нет таких отношений, которые трудно различить. Они еще различимы, и сейчас это вообще различимы. Но когда еще будет смеркаться, а очень быстро смеркается, они становятся очень тонкими и близкими, но не совсем в ноль, как ночью. И вот это разделение мы успеваем уловить. Для того, чтобы писать вечерние мотивы, нужно брать небольшие форматы и писать крупными отношениями. Быстро 10-15 минут, потому что состояние резко меняется. Изменилось следующее, потому все сразу окрашивается разными цветами. Облака, там, море и так далее, ну, какие-то объекты. Я имел в виду, что цвета изменяются. Вот цвет облаков сейчас такой, через 10 минут он будет другой. И в тенях, и в цветах. Елена Казакова. Я абсолютно с вами согласна, что при написании пейзажа важно применять элементы дизайна, аранжировку, как вы очень точно сказали. То есть изменять цвет, иногда тон, но ведь это можно применить и к мотиву, снятому на фото. Абсолютно точно. Да, я понимаю, что тени не те, оттенки не те, но ведь все равно мы это изменяем, фантазируем. Абсолютно с вами согласен. Более того, опытные художники, им все равно, по фото, без фото, вообще без всего. Но для того, чтобы неопытным нужно писать с натуры. Нужен громадный пленэрный опыт, просто многолетний, чтобы почувствовать тончайшие изменения цвета и тональных отношений. Тогда мы бегло взглянули на мотив и используем эту ситуацию бегло, чуть-чуть. И уже нам все понятно, потому что мы изнутри все это быстро заносим в картотеку холста. Нам нужно только иногда взглядывать на натуру, чтобы оттолкнуться, чтобы фантазировать. Абсолютно правильно. Потом еще важный момент Элла. Это присутствие в данной точке, в данное время. Даже если вы пишете абстрактную вещь, что-то может быть отвлеченное, но вы здесь находитесь, пропитываетесь состоянием этого места, этим днем, этим временем, ну и так далее. Дома по фото так не напишешь. Нет энергии, связи нет вот с этим пространством, где вы находитесь. Вот это не измеришь никаким прибором, но я думаю, все вы понимаете, о чем я говорю. Пишется по-другому, живется по-другому, ну и так далее. Пьется по-другому, конечно. Но это как по видеосвязи беседовать с человеком и вживую. Можно пощупать его. Просто посмотреть молча в глаза, не обязательно трындеть. Просто молчание. Рядом. Просто присутствие. Даже ничего не надо. Не смотреть друг на друга. Просто присутствие. Этого бывает достаточно. Более чем какое-то бесконечное
общение по скайпу, там, по видеосвязи, а надо говорить что-то. Молчишь, уже как-то пауза затянулась, уже странно. Арт Барракуда, если у вас классы по портрету, да, у меня классы бывают, следите за рекламой, на сайте я выкладываю информацию. Недавно был в Москве класс, и я записал урок, приглашал Андрея в таких штанах, такой ярких одеждах, султана мы писали, да, это было месяца 3 назад. Ну, приеду в Москву, проведем обязательно класс по портрету, так что следите, я сообщу заранее. Фанточчо Мазини, состоите ли вы в Союзе художников России? Состою. Ну, это чистая формальность. Я мог бы и не состоять. Просто удобно проходить в какие-то там Третьяковки и прочее. Ну, на выставках обычно также платишь билет. Ну, состоишь, не состоишь, это не играет никакого отношения. Я к этому отношусь совершенно спокойно, свободно. Мы ведь свободные люди. Художник это, ну почему он должен прилепиться к чему-то? Обязательно прилепиться, да, и так проще как-то команды, ощущение команды. Ну, наверное, в этом что-то есть. Что ты не один, ты кому-то нужен, ты не заброшен. Ну, наверное, может быть, для этого только стоит. Но все равно ведь художники общаются, ездят на пленэры вместе. Я езжу с друзьями. И никогда не знаешь, кто там заслуженный, перезаслуженный, кто вообще без какой-то корочки. Не имеет никакого значения. Имеет значение, что человек пишет, как пишет. Все. Не играют роли никакие звания, ничего. Ну, наверное, играют, когда для покупателя, видимо, это важно, какую и за что человек получил медаль, или бумажка какая-нибудь у него вообще есть. Без бумажки ты не какашка. Бабинцева Марина. Я из тех, кто нарисовал и бегом выставлять в соцсети. И пусть. Мне не стыдно и не неловко за свои работы, старые и сегодняшние. Ну, прекрасно. Я не знаю, есть рост или нет у меня. Мне думается, что есть. Ну и хорошо. Я понимаю, что такое живопись хорошая. И знаю, что моя не очень нехорошая. Ну, не надо так, Марина. Но я и так всю жизнь простеснялась, а свободу почувствовать хочется. Именно живопись мне ее дает. О, это самое замечательное. Ради этого стоит жить. Хочу и пишу, как хочу, как умею. Учусь, конечно, тоже. Вот такое у меня мнение по этому вопросу. Может, пройдет еще сколько-то времени, я буду думать иначе. Мне представляется, что живопись – это инструмент, который делает нас счастливыми и свободными. Больше никакой задачи нет. Мы не для кого-то пишем, а пишем, чтобы ощутить радость. Если это есть, достаточно. Если кто-то еще, хотя бы один человек, на этой волне просто срезонирует и почувствует радость, такую же, как вы, ну вы просто можете обняться, и день сложился, и жизнь сложилась, потому что вы передаете, кристаллизуете на холсте свое состояние. Если оно есть, возвышенное, радостное, ну а что еще, чего еще желать-то? Ну а совершенствоваться, все мы совершенствуемся, будем расти дальше. Кстати, скидка есть на уроки, заходите в мою школу. А я побегу монтировать материал. И буду скоро монтировать для вас новый урок. Удачи! 47-й урок «Мужской портрет в образе». Я писал в ярких одеждах натурщика на яркой разноцветной имприматуре, которая местами просвечивает. Я оставлял это звучание, эту музыку имприматуры, холста, замазанного предварительно яркими красками, желтые, красные, ну, какие оставались на палитре. Основная часть урока посвящена главному разделению на пятна сложной по цвету композиции. Сначала фигура была закомпонована в холсте. Наглядно показана техника живописи, поиск гармоничных тональных отношений. В уроке, который длится 1:22, первая и главная стадия письма без деталировки. Это, по сути, закладывание отношений, мозаика пятен,
над которой я предлагаю основательно поработать. Это самое главное в живописи – заложить правильные отношения и построить композиционное решение в холсте. Живопись на яркой имприматуре очень интересна. Здесь технически можно выполнять специально, едва касаясь холста кисточкой с краской, такие промахи, когда холст, краска фактически, имприматура под вот этим мазком начинает звучать вместе с мазком. Посмотрите этот урок, те, кто хочет ознакомиться вот с этой техникой. 47-й урок. Я вот так.